Друзья, всем привет! Я еду в Компот. В Компот и Кэп. Смотрите, я тут приобрел новый мод. Benelli Leoncino Trail. Специально для мотопутешествий. Вот такой мотак. Ну, он, как бы, скажем так, предназначен для межгорода. Видите, какие у него шины. И для не совсем сильного бездорожья. Классный мотик. Мне очень сильно нравится. Недорогой. Один хозяин у него был байкер. У них тут вот такой байкерский клуб был. Точнее, не был, а есть. Early Morning Riders, Камбоджа. EMR. Так вот, он мне его продал за $4700. 500 кубов. Остановился здесь. Кокосику выпить. В этих бутылках стоит бензин. Можно заправить бензин в мотобайк. Но я здесь заправляться не буду. Это так, кому у кого-то какие-то маленькие мотобайки есть. Напитки продаются. Потом всякие такие вот бытовые какие-то штучки. И семья работает. Вот пожилой мужчина и женщина, такие уже в годах. Это, видать, их точка. Они здесь работают. Вот на такой точке на трассе. Сама трасса, кстати, очень хорошая. Двухполоска. Трасса до Компота из Пномпеня не идет, конечно же, в сравнение с трассой, которая идет на Синоуквиль. Отличная дорога. 2 полосы в одну сторону, 2 полосы в другую. И это доставляет определенное удовольствие, когда по ней едешь. Когда до Компота остается порядка 70 километров, дорога становится уже двухполосной, но она также не сильно загружена, и поэтому проблем с движением никаких, в общем-то, не возникает. А так пейзаж — это сельскохозяйственная, опять же, местность. Часто встречаются всякие сельскохозяйственные машины, уборщики риса, потому что вот буквально только что собирали последний рисовый урожай в этом году. Дорога в Компот заняла у меня порядка 2,5 часов. Особых каких-то красивых видов на этой дороге просто нет. Виды будут дальше, когда я уже поеду в Бакор. Там будет очень красиво. Пока ребята тут подъехал, смотрю. А вот тут, смотрите, как рис убирают. Убирают рис. Вот так вот. Происходит его уборка. Друзья, все, привет всем из Компота. Я, получается, сейчас заселился. Отель находится наш на берегу реки. Сам Компот там. Так называемый даунтаун. А вообще, как бы, город, он так раскинут до реки, вот здесь так тянется, там вот везде со всех сторон отели. Один раз я жил, получается, где-то вот там был отель. Плюс вот я сейчас ездил еще туда дальше, туда там смотрел отель. Такая очень опрятная территория, очень красивая. Такие пальмочки здесь. Я так понял, что это то ли иностранцы его держат, что-то тут дофига каких-то французов, не знаю. Попозже, может быть, уточню. Вот такая тут классная лужайка. Значит, вот там номера дешевле. Получается, там номера вообще по 25, что ли, по $30. Вот в том здании. Можно было там брать. Но я, как вам уже сказал, что я на Агаде вымутил скидку себе. Она мне предлагала за 2 ночи $130. Я приходил с ней, торговался. Но я, короче, там что-то намутил с купонами. И у меня получилось $100 за 2 ночи.
если быть честным, $103 за 2 ночи. Вот, значит, у нас такой спец, такой номер, точнее 2 таких номера. Вот он у нас тут такого типа патио. Могут этим патио пользоваться, получается, только 3 номера. Там наверху один какой-то люкс здоровый. Потом вот тут. Здесь я сначала сюда заселился, но там что-то у кондера какая-то крышечка не особо работала, и я переселился вот в этот номер. Сейчас покажу вам его. Значит, этот номер, получается, номер $50 стоит в сутки. Этот на берегу реки. Вот такая кровать в кхмерском стиле, майском. Холодильник. Тут что тут у нас? Ничего нет, только вода вот это была, и все. Чай, кофе можно заварить. Так, и туалет. Вот такой туалет. И душ, соответственно. Душ у них все, это стандартные души таких отелей. Вода такая, сам нагреваешь, нагревателем. Сейчас пойдемте покажу вам чуть-чуть территорию отеля. А потом я хочу залезть в речку, вот искупаться. Река очень хорошая. Мне она понравилась в прошлый раз, потому что я был здесь год назад примерно. Где-то год назад в это время. Даже вон рыба какая-то плавает. Ого. Не знаю, видно, не видно вам. Ну, такая небольшая, длинная. Сейчас покажу вам отель. И потом надо будет ехать в сам Компот, показать город. Как раз уже будет скоро не жарко. Передохну и покажу вам. Такая хорошая зеленая территория. Здесь, кстати, несколько домов. И, кстати, вот можно брать байдарки на прокат. Здесь вот экотуризм так сильно развит. Байдарочки. Потом борды всякие. Тут стригут территорию, стригут травку. Значит, в отеле вот несколько вот таких есть отдельно стоящих домов, я там посмотрел. Ну, отель пуст. Пуст, потому что никого нет. Все-таки еще туристов нет. Здесь вот есть басики. Ага, вот какой-то шмель. Ох ты, блин! Вечером здесь, наверное, иллюминация будет гореть. Такой бассейн. Я к бассейнам вообще равнодушно отношусь. Ну, кстати, можно будет искупаться вечерком в басике. Тут вот шезлонги. У отеля очень большая территория. Там, получается, завтрак можно будет заказывать себе кушать. Вот тут вот есть номера, получается. Эти номера недорогие. Вот я там посмотрел, они, по-моему, по 25, что ли, долларов вообще. Здоровая территория, здоровая. Вот бамбук. И вот из-за такого же бамбука я вот там не поселился в эко-отеле. Почему? Потому что он такой, там он только был толще в 3 раза. И он скрипел. Я вот сразу прикинул, что ну, не смогу спать ночью, потому что если ветер будет дуть, то будет не очень. Я там просто смотрел, там можно чисто отдельно дом снять для семьи. Ну, они сейчас, конечно же, перестроились уже на местных, на кхмайских людей. Так, это вот мой мотик стоит. Отлично себя проявил. Прям отлично, молодец. Мне очень понравилось, как бы на нем ехать. Намного лучше, чем на моей Хонде. Во-первых, ты повыше сидишь и удобнее. Как бы за такие деньги это отличный мод, я так могу сказать. Так что если те, кто в мототеме, те, кто шарит, я вам, ребята, это рассказываю, если что. Так что этот Бинелли отличный мотоцикл за свои деньги. Вот такая дальше идет территория здесь. Ну так, вот здесь вот получается можно даже этот бильярдик у них есть. Вот они. Вот на этих вот досках можно покататься. Кстати, нормально. Вон там есть еще велики. Можно взять велик в прокат.
Да, вот там можно взять велик в прокат и отправиться. Классное место. Прям отель вообще очень хороший. Тут много, на самом деле, ребята, отелей хороших. О, вот тут, наверное, вечером кто-то играет. Ой, о, тут даже магазин есть. Магазин с сувенирами. Так, ребята сидят, иностранцы. О. Вот это такая зона чиллаута и отдыха. Там маленький ребенок отдыхает. А вон там строится какой-то купол какой-то в стиле то ли что ли зала, не знаю, там что-то строится. Там, наверное, сейчас стройка прекращена от того, что с туристами совсем глуховато. Может быть, это к ним относится, может быть, не к ним, я не знаю. Да, ну очень мило, ребят, очень-очень мило. Пойду нырять. Вот я тут шел, такой смотрю, что тут такое? Вот дождевые черви. Очень много червей повылазило. А вот эти пальмы, конечно, они вообще так красиво смотрятся. Да, это, кстати, вот это наша пальма, в которой вино есть. Вот над чем-то сказать боссу, давай, вот что ж ты вино-то тут не собираешь? Что ты не собираешь вино для туристов? Отлично было, раз собрал. Приветственный напиток, вино. Шутка, шутка. Это была шутка. Друзья, уже вечером я познакомился с хозяином отеля. Он оказался европейцем из Голландии, который здесь живет с 1982 года. Он рассказывал очень много интересных историй про свою жизнь. Обещал мне дать небольшое интервью, но на следующий день почему-то он куда-то уехал, интервью не получилось. Но все равно было очень интересно его послушать. Следят. Прям следят. К номеру, конечно, есть вопросы. Вот так вот это тоже там какой-то комплекс номеров. Это лодки местные. В этих лодках гоняют. Вот там какая-то есть тоже беседка. Или барбекю. Тут что-то такое непонятное. Тут немножко в каком-то таком в захолустном состоянии вот здесь находится. Грязно почему-то. О, зато смотрите, какая есть классная тут лавочка. Вот лавочка вообще суперская. Ты сидишь здесь и прям на закате прям сидишь вот так, наблюдаешь на горы. Да, вот там горы, вот там Бакор, туда мы поедем завтра с вами, я там покажу. Там вообще, конечно, красиво, 1000 метров над уровнем моря. Надеюсь, что видимость будет хорошая, будет видно Фукок. И там намного прохладнее, чем здесь. Там прям 20 градусов будет. Если поехать с утра, то будет еще холоднее. Так, ну все, надо нырять. О, главное, как будет не нырнуть, смотрите, какие-то штыристики стоят. Надо посмотреть, как там будет, какой там будет спуск. Но я думаю, они там все подготовили. Да, туристический бизнес не просто пострадал, а пострадал конкретно. Люди вложили деньги. Вот я даже просто так вот прикидываю, сколько здесь вот это все стоит. Это же, во-первых, это земля дорогая. Пускай даже если даже ее покупали, когда она была не такой дорогой. Но все это построить и все же еще это все содержать. Такая история, да. Не самая хорошая. Но будем надеяться, что скоро вся эта ерунда закончится. И все будет хорошо. Итак, купание в тропической реке. Я, конечно, не знаю, что тут есть, поэтому я не буду прыгать сильно с
разбега. Я у них даже не спросил, можно это сделать или нельзя, но они мне, собственно говоря, не сказали. Тропическая река. Сейчас попробуем водичку. Бодряк. Ну, 22, наверное, 23. Прям, ну, прошлый раз было теплее точно. Прям освежает. Освежает. Тропическая река. И достаточно прозрачная. Но не могу понять, то ли какой-то привкус такой чуть-чуть солоноватый, что ли. Для просто близость моря, потому что море здесь достаточно близко. Вот буквально там пару километров и уже море. Возможно, возможно, в прилив идет. Такая история. Я не понимаю, почему у них здесь нету лестницы. Может, я просто ее не вижу, по которой можно было залазить. Так-то я, конечно, залезу на этот бордюр. Понтон. Вот. Но не понимаю, почему нет. Вот там, конечно, есть заход, где лодки поднимают. Вилла Ведичи. Так называется наш отель. Вот вдоль вот этих всех зарослей идут отели разного плана. В Компоте. Город Компот. Экотуризм. Экотуризм в этом городе. Вот мы на набережной. Здесь есть карта самого Компота. Город очень небольшой. Вот такая набережная у них. Основной движ начинается вечером, конечно же. Чуть попозже вы это увидите. А там дальше море. Буквально километра 4, наверное. Итак, друзья, сейчас вам расскажу немного истории про город Компот. Итак, этот город на юге Камбоджи является столицей провинции Компот. Он находится на реке Праотек-Теук-Чу к юго-востоку от Слоновьих гор и примерно в 5 километрах от Сиамского залива. Компот был столицей округа Резиденталь-де-Компот под властью Франции и самым важным морским портом Камбоджи до потери дельты Меконга и до основания Синоуквиля. Его центр, в отличие от большинства провинциальных столиц Камбоджи, состоит из французских колониальных зданий. Регион и город известны высоким качеством перца, который экспортируется по всему миру. Он также известен своим рыбным соусом компот и дурианом. Правительство и Министерство культуры Камбоджи готовят документы для номинирования старого города Компот для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Компот и вся провинция знамениты своими очень вкусными дурианами. Кто не знает, дуриан – это очень интересный фрукт, вкусный, но со специфическим запахом. И вот в центре города ему установлен даже памятник. Вообще, первое описание о Компоте появилось в 1771 году. Там король Сиама напал на часть Камбоджи, вот они там что-то воевали, и вьетнамцы, там все время какие-то происходили боевые действия. Потом в 1840 году один кхмерский король построил дорогу из Удонга. Там вот, где, кстати, Удонг, это мы были, где буддийский храм, там, где частица Будды, есть в одном из наших выпусков. Вот. Получается, король построил международный порт. Импорт и экспорт быстро рос благодаря англо-китайским купцам Сингапура, превративший район города в китайский Компот. Французский миссионер отец Эстре основал первую католическую церковь в Компоте в то время. Его также посетил французский исследователь Анри Мухо. Камбоджа стала протекторатом Франции в 1863 году. Король Надаром назначил вьетнамца главой Компота и позволил ему контролировать деревню и всех вьетнамцев в этой провинции. После этого периода Компот начал приходить в упадок. Основная причина упадка заключалась в том, что был открыт новый порт Сайгон.
и навигация по реке Меконг стала использоваться в интересах французских колонизаторов. Среди населения росло недовольство и случались восстания. Вот 17 марта 1885 года группа из 50 человек разграбила опиумный склад французских колонизаторов. Другая банда напала на телеграф, потом они забаррикадировались в таможенной крепости, но спустя какое-то время пришел французский легион и разгромил всех повстанцев. Потом, спустя какое-то время, был заключен мир с королем Камбоджи. Во французской администрации XIX века Кампот стал региональным административным центром в результате расчленения королевства Камбоджи. В 1889 году происходила перепись населения. Город Кампот состоял из камбоджийского компота, из китайского компота, и также там была вьетнамская деревня, и еще был малангский анклав. Кампот стал ареной крупного сражения времен гражданской войны в Камбодже. С 26 февраля по 2 апреля 1974 года правительственные войска Камбоджи сражались с партизанами красных кхмеров за контроль над городом Кампот. Несмотря на сильное сопротивление камбоджийской армии, красные кхмеры в конце концов захватили город Кампот 2 апреля. Обе стороны понесли тяжелые потери в ходе боевых действий. И также многие мирные жители остались без крова. Согласно переписи населения 2012 года, население муниципалитета Кампот составляет порядка 50 тысяч человек. Исторически сложилось так, что в Кампоте было много кхмеров китайского происхождения. В последние годы наблюдается значительный приток иностранцев, европейцев, вьетнамцев, китайцев. Значительную часть населения составляют чамы, большинство из которых составляют мусульмане. Также еще есть одно древнее племя – Саоч, и это племя находится сейчас на стадии вымирания. Такая красивая тут архитектура. Конечно, некоторые здания в упадке находятся, но вот это все с колониальной эпохи осталось. Вот этим Кампот интересен. Вот была классная кафеха здесь. Прям очень вкусная, но вот видите, закрылась. Ребят, ну вот прокатился чуть-чуть по Кампоту, приземлился в кафехе. Такая кафеха. Сидят одни иностранцы, которые, наверное, здесь обитают и живут. Больше всего слышна французская речь. Вот такая вот тут архитектура. Это прям самая центральная улица. Но сейчас она в таком состоянии, что видно, что туристов нет. Покажу вам менюху так просто вкратце, просто чтобы вы посмотрели. Вообще, знаете, смотрите, какие менюхи. Вообще все есть, все. Просто все. Я, конечно, очень сильно удивлен. Тут вот салаты по $2, по $2,5. Пиво, короче, вот мне принесли. Это пиво стоит $0,50. А потом всякие вот бургеры по $3. Ну, дешево все. Паста по 3, по 4. Стейки по 8. Пицца по 3 на $4 начинается, маленькая. Потом, значит, всякие тут азиатские блюда начинаются, супы там. Вот я себе суп заказал за $2. Вот такие цены. Даже вот с сальмоном салат за $8. Как раз сальмон, который сюда привезти сложно очень. Вот. Дешево, дешево. Дешево, очень дешево. Милкшейк $1. Я много меню не показываю, потому что мне тут раз написали: Саш, что ты показываешь меню так долго? Ладно. Вот. Вот иностранцы здесь, много иностранцев здесь живет. Вот раз товарищ сел на велик и помчался, какой-то иностранец. Очень спокойный провинциальный город. Такой спокойный. Такая спокойная тут размеренная движуха. Вкусная еда, дешевая. Пиво по $0,50. Так, друзья, принесли мне, получается, вот этот суп европейский какой-то, получается, суп очень интересный, какой-то со шпинатом. И вот самое главное блюдо, которое я заказал специально, чтобы показать вам, потом, конечно же, буду показывать вам еще и в кэпи. Это получается краб с кампотским перцем.
Вот сам по себе компотский перец. Если получится, то я, конечно, заеду на ферму и покажу вам, как вообще все это происходит с этим перцем. Это очень популярный перец во всем мире. Если вы наберете в интернете, перец просто бомба. Очень вкусный, обладает очень специфическим таким хорошим, интересным вкусом. Поэтому, если вы будете здесь, обязательно попробуйте. Вот с крабом. Краб этот стоит $6, суп этот стоит $2, рис получается в комплекте, и пиво стоит $0,5. В 6 вечера, вот только стрижи летают. Туристов я видел, но их очень мало. Это можно сказать, что это центральная улица для туристов. Тук-тукеры стоят, ресторанчики открыты. Посмотрим, что будет попозже. Друзья, вот зашел в супермаркет, тут у них есть кипрский томатный сок. По томатному соку скучаешь часто. И томатного сочка вот можно купить. $1,5 стоит с Кипра. Но с Кипра вкусный. Если тайский брать томатный, то тайский томатный абсолютно невкусный сок. А так тут, смотрите, тут даже вот у них это колбаса какая-то есть, сыры. Ну, сыры-то везде есть, вот тут есть колбаса. Потому что, видать, для иностранцев привозят, потому что солями всякие разные. Куда они? Здесь не вижу. Солями. Здоровая пачка. Тайская солями. Ну, тайская не знаю. Ну, может быть и вкусная. Но я такую колбасу не ем. Хороший супермаркет. Есть много чего иностранного. Оливочки. Всякие вина здесь. А, вот, смотрите, есть даже какой-то компотский ром. Тут меня спрашивал, какой тут алкоголь пьет. Компотский ром. Ни разу не пробовал. Made in Cambodia написано. После 6 вечера город уже начинает оживать. И вот, как видите, справа и слева бары начинают работать. Какие-то небольшие ночные клубы, так называемые, в которых и иностранцы, и местные, и девушки разные зазывают. Поэтому ночная жизнь в этом городе существует. Также в городе есть night market, так называемый ночной рынок. В черте города есть большой остров. И вот я сейчас отправился туда, чтобы вам показать немножко, как там люди живут. В основном, кстати, там живут одни мусульмане. Я потому что очень много видел мечетей. И женщины ходили с покрытой головой. Вот на этом острове сейчас я нахожусь, и, как видите, все дома строятся сразу в реку.
Как правило, я так понял, что большинство местных жителей это рыбаки, которые постоянно рыбачат и уходят. Вот там уже сюда пошли какие-то в море. Ну, да, здесь уже вода соленая, соленоватая, потому что до выхода в море тут буквально там километра 3 там уже начинается от моря. Может даже меньше. Вот немножко вам тоже жизни из Кампота с другой стороны. Не там, где туристы. Да, и тут вот очень, уже две мечети здесь видел. В основном рыбной ловлей занимаются мусульмане. Это вот у них как по традиции. Я вот тут смотрю, что вот рыбной ловлей они занимаются. Просто много где в рыбных районах, так называемых, живут. Ну, в рыбных, не в рыбных, скажем так, в прибрежных. Красивый закат в районе города Кампот на Рыбачьем острове. Там Бакор, видно прям очень хорошо. Национальный парк. Там уже море вот за вот этим холмом. Друзья, надеюсь, вам про Кампот было интересно. Очень интересный город, экотуризм. Центр, конечно, маленький, но он такой сам по себе прям достаточно провинциальный. Да, очень интересную историю вам хотел рассказать. Вчера просто не было камеры с собой. Я познакомился с одним чуваком из Лондона, Гарри, 60 лет. Говорит, уже 10 дней сюда приехал, все, приехал постоянно на пенсию. Буду пенсию проводить здесь, не хочу там проводить ее в Лондоне. Хочу проводить ее здесь, в тепле и на позитиве. Вот так мне сказал человек. И, кстати, очень много иностранцев, с которыми я разговаривал вчера вечером, говорили такие же вещи. Из Европы здесь очень много иностранцев. Ну, конечно же, все-таки больше пожилых, которые сюда приезжают для того, чтобы провести в Кампоте старость. Вот чем Кампот, ну и, наверное, Кэп тем же славится, потому что здесь такой релакс, ну, пенсионерный или не пенсионерный, как сказать. Вот этим город есть его отличительная особенность. Лайк, комментарий обязательно напишите. Всем удачи, пока, скоро будут новые классные видео. А еще, друзья, хочу вам порекомендовать, в центре города есть очень много лодочных ресторанов. Прям лодки стоят на реке, и в них расположены рестораны. Они все светятся ночью, и их очень даже легко заметить. Рекомендую вам это место.